А не пойти ли мне нажраться? Счастье, несчастье. А не снять ли мне телочку? По сути, то же самое, как философия стоицизма. А не пойти ли мне подраться? Ну, все, что у нас есть, постоянно, постоянно с нами. Это осознание того, что мы есть. Иван Васильевич, человек, который практикует осознанность и осознанное расслабление, он стремится к гармонии. И сильные эмоции, будь то всплеск счастья или гнев, становятся дискомфортными. Абсолютно верно. Ты начинаешь понимать, что по сути это одно и то же природы вещи. Да-да, именно вещи. Чего уж там, давайте в одно. Феномены, да, там моменты. Это одно и то же. Во-первых, они меняются, как вот такая волна, кривая, да? Счастье, несчастье. Радость, огорчение. Победа, поражение. Успех, и там еще чего-то, разочарование и так далее. Все это чередуется. В любом случае, что вверх, это же тоже условно, я говорю сейчас, вверх-вниз. На самом деле никакого верха-то низа нет, просто есть какие-то эмоции. Но они просто сильные, все. Почему не сильные? Почему мы называем эти эмоции сильные? Гнев там или счастье, что-то еще, вот эти всплески. Они сильные только потому, что они забирают наше внимание. Вот и все. То есть мы прилипаем своим вниманием. Они настолько для нас, как являются каким-то этим раздражителем, настолько привлекают наше внимание, что мы туда просто и глазами, и ушами, и умом, и телом, и все, и мы такие там уже, понимаете? Но поскольку все изменчиво, мы не можем долго находиться. И рано или поздно нас это, отпустит, и мы такие, надо куда-то еще опять залипнуть. А не пойти ли мне нажраться? Да? Или они сняли ли мне телочку? Ну и так далее. А не пойти ли мне подраться? Вот. А не посмотрели ли мне какой-нибудь боевичок крутой? Пусть я там, не я буду драться, да, и крошить, и все такое прочее. Но, блин, типа я с этим как бы буду сопричастным. Вот. Нужны сильные эмоции, сильные впечатления. А по факту они проходят и не отпускают. Поэтому золотые слова из древности. Гармония, баланс, золотая середина, срединный путь, да, как Будда говорит. Ни тудым, ни сюдым. Спокойно, ровно идете, смотрите на все это. Возникло, хорошо, прекрасно. Исчезло. Тоже хорошо, замечательно. Такая бесстрастность. По сути, то же самое, как философия стоицизма. Очень хорошие, кстати, там у них есть вещи, о которых стоит подумать, задуматься. Типа того, что не парьтесь о том, на что вы повлиять не можете. Ну, то есть есть какие-то вещи, на которые вы никак не повлиять не можете. Вы такие паритесь. Куда наша культура катится? Куда этот мир говенный, блин, там катится? Надо всех спасать. Это до чего же докатилось? Как портятся люди и так далее. Куда молодежь и так далее. Блин. Понимаете, есть такое. А по факту, дождь пошел. Ну, как ты остановишь дождь? Никак. Сиди дома и как бы подожди. Или возьми зонтик, если тебе нужно, и пойди. Там, надень капюшончик. В чем проблема? Дождь он идет, потом закончится через какое-то время. То есть, если ты к этому нормально относишься, к погоде, то тебя это не особо затрагивает. Погода может влиять, конечно, да, так или иначе. Там коронавирус, эпидемия, и нужно как-то выразить свое мнение. Это заговор, это не заговор, это надолго, это на скоро. Это... зачем? Ну, это просто вот как-то есть и все. И на это мы повлиять не можем. То есть я об этом. Мы можем повлиять только, знаете, на что? На свое внимание. Мы можем вот своим вниманием, мы можем понаблюдать за своим вниманием, да, все. Вот все, что нам, в принципе, принадлежит. Вот все, чем мы можем, по сути, владеть. Ну, кто мы? Ну вы поняли, да? Все остальное это изменчиво. Оно как время сквозь пальцы, как вещи, которые заканчиваются и ускользают, и наша жизнь, и молодость, и здоровье, и все такое прочее, и отношения. Все это ускользает, ускользает постоянно. Это нам не принадлежит. Да и сами себе не принадлежим. Понимаете? Но все, что у нас есть, постоянно, постоянно с нами. Это осознание того, что мы есть. Мы есть. В каком бы мы возрасте ни находились, в какой бы ситуации мы ни находились. Вот это вот я есть, оно всегда есть. И все. Вот и все. Вот такая простая вещь.
Очень простая вещь. Но в то же время такая сложная. Потому что мы хотим с кем-то себя э, отождествлять. Я то, я это. Я олень, я не олень. Я подкаблучник, я мужик. Я блатной, а я авторитет, а я там кто-то еще, а я патриот. Я укушался патриотля, и теперь я воин великий. Гордость, гордость. То есть, опять же, да, такая же отождествление с чем-то более великим, чем я. Ну, как бы оно естественно, понятно, если ты понимаешь, что ты, ну, но на этом нужно остановиться. Ты доходишь до степени, когда ты понимаешь, что ты, в общем-то, никто и ничто. И успокойся. Не надо дальше к чему-то стремиться, там, прилипнуть к кому-то. Потому что это тоже закончится. И империи тоже рухнут, как это и было в истории неоднократно. Мы песчинки. Вот и все. Поэтому расслабься, успокойся, радуйся, что ты есть, это прекрасно. Если ты этот мир и покой внутри себя поймал, ощутил, дзен этот поймал, попробуй находиться в этом дзене, в этом спокойствии, в этом мире, и как бы вот это вот будет передаваться другим людям, понимаете? Как свет за моей головой. Хорошо, мы там пообщались в комментариях. Забыл, как зовут человека. Про Достоевского он писал. Ну, что нужно не концентрироваться на себе. Хотя это неплохо, пишет он. А нужно давать людям, дарить, и как-то вот им ну, что-то заботу они, ну, про людей думать, окружающих. Я не против, я не против. Я лишь только о том, что нужно, ну не нужно, а более, наверное, правильно, если вы что-то даете людям, когда у вас это есть. Вот это что-то, что вы хотите дать людям, оно у вас есть, у самого. А если у вас этого нет, то ну что вы дадите? Тоже определенный набор каких-то умственных конструкций, не прочувствованных вами, то, что вы сами как бы ну, не есть, то, чем вы не являетесь. Зачем это нужно? Поэтому банальная вещь, будьте самим собой, а для этого надо разобраться, кто вы, само, и что вы обороняете постоянно. И от того ли вы обороняете свое само, да и нужно ли вообще оборонять это само. И тогда вы, когда вы сам с собой, в порядке, в мире, в покое, это вы будете транслировать окружающим. Даже не надо транслировать. Просто есть, и это присутствие будет ощущаться, чувствоваться. Согласны со мной, друзья? Если согласны, что вы должны быть здесь, сейчас, вы должны присутствовать, это самое главное призвание в вашей жизни, и это будет распространяться на всех остальных, на все окружение, то ставьте плюсики.